Привет, друзья! Как часто вы задумываетесь над тем, что тратите время впустую? Над тем, что это потраченное время вы могли использовать более эффективно, сделать что-то полезное для себя? Сегодня я буду говорить именно об эффективности, о том, как ее повысить. Эффективность – это способность выполнять работу с наименьшими затратами ресурсов, которая в итоге приведет к нужному результату. Говоря простым языком, эффективность – это пропорция усилий к результату. К примеру, один человек сделал ремонт у себя дома за полгода, а его сосед, который намного старше него, успел сделать ремонт не только у себя дома, а еще и на даче. Это и есть эффективность. Второй человек намного эффективнее первого. Абсолютно любое дело по плечу человеку, если он будет прилагать усилия и двигаться в нужном направлении. Запомните важный момент. Очень мало людей, которые пробуют и достигают действительно больших результатов, но абсолютно никто не достигает результатов, даже не попробовав. Опять же приведу пример. У нас есть два студента. Первый студент – Петя. Так же, как и его друг Леша, мечтают о красивой жизни. Много денег, быструю машину, красивую девушку и так далее. Но только Петя каждый день предпринимает какие-то попытки. Учит иностранный язык, осваивает новую программу по моделированию, знакомится с девушками. В отличие от Леши, который, придя домой с института, включает доту, танчики и сидит там до ночи. Леша хочет получить красивую жизнь, не напрягаясь. А так не бывает. Ведь для того, чтобы получить что-то, нужно что-то сделать. Я вам дам несколько практических советов, которые помогут вам использовать ваши ресурсы в достижении цели намного эффективнее. Будем повышать собственный КПД. И первый совет, который я хочу вам дать, это написать все свои желания на бумаге и расставить приоритеты. Это очень важный момент, так как помогает сконцентрировать вас и ваши ресурсы на конкретном деле. Как это может выглядеть? Предположим, вы хотите накачаться, то есть иметь красивое здоровое тело. Плюс к этому вы бы не против научиться играть на фортепиано. Вы берете листик, берете ручку и пишете это как цель. Далее расставляете приоритеты. То, как вы будете распоряжаться ресурсом, временем, деньгами и силами. Предположим, что для вас важнее иметь красивое тело, а уже потом учеба на фортепиано. Второй мой совет – это идти к своей цели маленькими шагами. Не ставьте сразу большие задачи, вы их просто не достигнете и опустите руки. Разбейте свою цель на много маленьких. Намного удобнее и эффективнее каждый день что-то делать в маленьком объеме, чем за один день, но огромный объем. Я думаю, всем знакома ситуация, когда, будучи студентом или школьником, мы по полгода занимались ничего не деланием, а когда подходили сроки к сдаче экзаменов, садились плотно за учебники и сидели там неделю днем и ночью. Намного проще было уделять каждый день буквально по полчаса предмету. Этот принцип работает абсолютно везде, и в учебе, и в бизнесе, и в хобби. Вы разбиваете свою цель на много маленьких задач и каждый день выполняете по одной. Третий мой совет – это ограничить себя временными рамками, как в больших целей, так и в маленьких. Итак, у нас стоит задача иметь красивое тело. Для этого нам нужно, скажем, набрать 10 кг в весе. Второй задачей у нас стоит научиться играть 10 композиций на фортепиано. Понимая, что осуществить эти большие задачи за месяц-два у вас не получится, мы бьем их на несколько маленьких задач. Предположим, набирать по 1 килограмму и изучать по одной композиции в месяц. Это уже реальный, уже выполнимая задача. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно каждый день уделять час-два для первой цели и столько же времени для второй. И за дня в день вы выполняете мелкие задачи. Это как RPG-квест многих компьютерных игр, только ваш персонаж это вы сами. Очень важно все эти задачи планировать с вечера и где-то фиксировать, на бумаге, блокноте, в телефоне, где угодно. Главное, чтобы каждый день вы видели, что у вас на сегодня запланировано, и уже отталкиваясь от этого, вы строили свой день по этим задачам. Что ж, давайте вернемся к нашим двум целям. Вот мы определились с задачами. Мы хотим накачаться и научиться играть на фортепиано. Построили примерный план и поставили задачу на завтрашний день. Он выглядит примерно так. Завтра мы должны сходить на тренировку. Это мы можем сделать, к примеру, после института или работы. После спортзала вы делаете несколько сопутствующих задач. К примеру, купить яиц и мясо на неделю. Или сходить договориться на завтра о персональной тренировке с тренером. Дальше у нас стоит задача 1,5 часа заниматься на фортепиано. Эти 1,5 часа вы упорно сидите за самоучителем, можете записаться непосредственно к репетитору, а можете сами изучать нотную грамоту, мажорные гаммы, аккомпанементы и так далее. Главное сидеть и заниматься фортепиано. Как только вы примете эти советы в своей жизни, вы очень удивитесь, насколько сильно это работает. Вы убедитесь в том, что стали действительно более эффективны, повысили свой КПД. И еще, не распыляйтесь на множество задач. Поставьте всего 1-2 цели на год и делайте на них упор. Старайтесь каждый день вначале выполнять свои дела из списка, а уже потом остальные. Большие победы куются из маленьких. Запомните это. И каждый день делайте маленький шаг навстречу своей цели.
Через год эти маленькие шаги просуммируются в километры, и вы увидите, как далеко вы зашли.